Приветик, ребята! Ну что, давайте начнем нашу третью неделю тренировок Go to Slim. Сегодня понедельник и начнем нашу тренировку. На сегодняшней тренировке вам потребуется скакалка, фитбол и гантельки. И, конечно, вода. Поехали! Как всегда, начинаем все с разминки. Сначала шея, повороты в стороны, вперед. Теперь медленно крутим голову в обратную сторону. И, в принципе, делаем нашу стандартную разминку. Хочу вам сказать по поводу нашей третьей недели тренировок. Они будут гораздо сложнее, гораздо длиннее. И вообще готовьтесь, на самом деле будут тренировки пожестче. Как раз для тех, кто хотел посложнее тренировочки. Разминаем руки. Отлично. Теперь стали ровненько и делаем повороты корпуса в стороны. Ноги стоят на месте. Хорошенько поворачиваем себя в сторону. Теперь руки наверх. Растягиваемся. Тянемся назад. Руки в замочек. И грудная клетка вперед. Руки на пояс и крутим круги тазом по часовой стрелке и против. Вращение корпусом, ноги на месте. Как можно сильнее наклоняйтесь вперед, в сторону, назад. В другую сторону. Ноги пошире и делаем выпад в сторону, в другую. Теперь выпад в сторону, на правую ногу. Тянем руки назад. Остановились и перевернулись на другую сторону. Хорошенько растягиваемся. Встали. Ноги вместе и крутим кружочки. Разминаем ноги. Теперь каждую ногу по отдельности. Молодцы. Сделали глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. Ну что, давайте начнем наше кардио упражнение первое. Это будет такой мах, удар, удар и мах второй ногой. Здесь очень важно сделать мах ногой как можно сильнее, поднять повыше ногу. И удары рукой не просто выдвигаем руки вперед-назад, а именно делаем удар как можно сильнее. И с резким выдохом. Раз, два. Вторая нога. Раз, два. И чуть поэнергичнее. Выше ногу поднимаем, насколько можем.
Стараемся, еще немного осталось. Отлично. Остановились, отдохнули, разогреваемся, потому что сегодня мы будем хорошо работать. И приступаем к нашему первому упражнению. Ложимся на бочок, руку сгибаем и работаем ногой. Подняли, опустили, подняли, опустили. До конца ногу мы не кладем, не бросаем ее на пол, это очень важно. И поднимаем настолько, сколько можем, как можно выше. Вторая нога просто согнута. Носочек натянут на ноге. Сразу извиняюсь за свои подстреленные штаны. Они меня просто соскакивают, и вообще они меня бесят на протяжении всей моей тренировки. Работаем. Вкратце вам расскажу сейчас, как будет усложняться наша третья неделя. Если раньше мы брали 2 упражнения и делали 2 подхода к каждому, то сейчас будет совсем по-другому. Тоже такая же схема будет: 2 упражнения кардио, 2 упражнения кардио и так далее. С сегодняшнего дня мы делаем уже 3 подхода к каждому упражнению. Так что мы будем больше чувствовать. Вот, сейчас смотрите внимательно. Мы не опускаем ногу и подкручиваем ее к себе. Делаем 3 уровня. Сначала ниже, выдвинули, чуть выше, к себе и еще выше. Так, есть. Поэтому, да, мы будем делать 3 подхода к каждому упражнению, и это будет гораздо эффективнее, гораздо больше вы будете уставать, и гораздо сильнее будут прорабатываться ваши мышцы. Так что начинаем усложнять наши тренировки. Ногу мы не кладем на пол. Она у нас должна быть всегда в напряжении. И при каждом подходе мы тоже будем немножечко менять упражнения. Не останавливаемся, еще. И последний круг. 1, 2, 3. Остановились, умнички. Сразу же переворачиваемся на другую сторону и работаем со второй ножкой. Ложимся так, как вам удобно, на бочок. Теперь у нас работает левая нога. Поехали. Поднимаем повыше, но не кладем на пол. Что работает у нас в этом упражнении? В этом упражнении у нас работает вся нога в целом. Внутренняя, внешняя сторона, причем очень хорошо убираются вот эти ушки ненавистные, жирочек оттуда. Вот сейчас я озвучиваю видео через 2 дня после этой тренировки. У меня до сих пор болят вот эта вот внешняя сторона бедра, попа, ягодицы. В целом вообще я в шоке с этих упражнений. Так что очень хорошо чувствуются эти места, где собирается жирочек. Так что мы их убираем там. Не останавливаемся. Не забываем про наши уровни. Сейчас пойдут. И к себе, ниже, к себе чуть выше, к себе еще выше. Не забываем, да? 1, к себе, 2, 3. В следующем подходе мы немного изменим это упражнение. Каждый раз, в принципе, суть остается та же, но немножечко будем видоизменять упражнение. Ногу не бросаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Никуда не спешим, делаем все четко.
Есть. Остановились. Немного растянулись. И переходим к нашему следующему упражнению с двойки этой. Уже на ручке. Жим гантелей на бицепс. В принципе, очень обычное упражнение. Думаю, многие из вас его уже делали. Здесь главное, чтобы руки ваши никак не гуляли, то есть локти плотно прижаты к телу. Двигаемся за счет разгибания рук в локтях. Опустили и подняли к себе. Чуть-чуть переворачиваем гантельки, когда поднимаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Берем гантели весом удобные для вас, чтобы уже на 15-м повторении вы уже чувствовали, что вам тяжеловато. Молодцы. Отложили в сторону. Поехали. Вернемся к нашему упражнению на коврике. Сейчас мы его чуть-чуть видоизменим. Поначалу делаем 30 подъемов, как обычно. Нога вся напряжена, носочек натянут, не забываем про это. Внимание, приготовились. Остановили ногу и делаем короткие рывки 25 раз. Нога напряжена. Чувствую напряжение в мышцах. Не расслабляем ножку, не сгибаем ее в колени, нога прямая. Делаем вместе. Молодцы, остановились. Умнички. Переворачиваемся на другую сторону. Я ненавижу свои штаны. Извиняюсь. Я не знала, что они у меня такие подстреленные. Так, легли. Да. И поехали. Правая ножка работает. Нет, левая нога работает. 2, 3 повыше. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 еще, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, приготовились, 30. Останавливаем ногу и 25 коротких рывков. Терпим, терпим, я знаю, что уже устали. И еще немного. О, хорошо. Отлично. Молодцы. И нас еще ждет третий подход. Не забываем, усложняем наши тренировки. Пока мы возвращаемся к нашему упражнению на бицепс. Немножко передохнули. И поехали. Берем наши гантельки и делаем 25 повторений на бицепс. Раз, 2, 3, выдох, вдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 еще, 15, 16, 17, 18 работаем, 19, 20, еще 5 раз, 21, 22, 23, сильнее, 24 и 25. Умнички. Вот если вам настолько же тяжело выполнять упражнение, сколько и мне, то вы выбрали вес правильный. Делаем то же количество повторений вместе со мной, но подбираем вес такой же, чтобы вам было тоже тяжело. А не так, что я сделала 25, а вы, еще 50 смогу. Подбираем правильный вес. Еще раз повторяюсь. Возвращаемся к нашему упражнению. Третий подходик. Мы молодцы. Работаем еще. И это подъемы ног лежа. Опять же, их мы будем немножечко видоизменять. Поехали. 30 раз, как обычно. После 30 не бросаем ногу. Вас ждет опять же сюрприз. Как вы видите, я в этом упражнении не работаю с утяжелением, потому что сами по себе много у нас повторов, подходов, и вообще убийственное упражнение даже и так само по себе. Если вам даже так легко выполнять это упражнение, то вы можете, конечно, одеть какое-то утяжеление на ноги. Ну, я стараюсь, конечно, делать такое, чтобы минимум какого-то дополнительного инвентаря. Не останавливаемся, подняли ногу и держим ее. Нога не согнутая, колено прямое. Нога прямая, да? Носочек натянут, мы терпим и стоим. Не бросаем ногу, терпим вместе со мной. Я не хочу тут работать сама по себе. Я хочу, чтобы вы делали все вместе со мной. Не бросаем, терпим. Насколько можем. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Бросили ножку. Умнички. Молодцы. Переворачиваемся. И работаем с нашей второй ножкой. Наконец-то это уже последний подходик будет. И поехали. 1, 2 выше, 3, 4, 5, высоко поднимаем, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, еще немного, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Остановили ногу. Остановили, держим прямую. Носочек смотрит вверх, колено прямое. Терпим вместе со мной. Можно что-то в рот засунуть, чтобы не так больно было. Терпим. Терпим. Нога прямая. Не бросаем. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Бросили. Молодцы. Я надеюсь, я вас немножко помучила. Мне очень доставляет удовольствие это. Я готова признаться в этом. Но надеюсь, что ваша попа, ваши ножки мне потом скажут спасибо. Немножечко растрясли руками и опять возвращаемся к нашему жиму гантелей. Встали и поехали. 1, 2, последний подход. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, и работаем, 17, 18, 19, 20, еще 5 раз, 21, 22, не останавливаемся, 23, 24 и еще один, 25. Остановились. Здесь остановились. Держимся. Держим на уровне. Гантельки параллельны полу. Терпим, терпим, терпим. Сушим ручки. Я уже там разговариваю сама с собой. Тяжеловато, но терпим. И остановились. О, хорошо. Молодцы, растрясли руками. Да, такой темп мне нравится. Немножко отдохнули. И возьмем наш коврик и приступим к нашему кардиоупражнению. Мы садимся на коленки и встаем прыжком. И потом мы бежим на месте. Бежим, бежим, бежим. Где-то секунд, может быть, 10 максимум. И опять садимся на коленки. Прыжок и опять побежали. Таких прыжков нам нужно будет сделать 5. Поэтому делаем таких 5 раз. Побежали, побежали. Опять сели. И прыжком, помогая себе руками, встали. И бежим на месте. Не останавливаемся, продолжаем. Еще немножко. Остановились. Молодцы. Коврик не убираем пока. Отдохнули, перевели дыхание. Так, отлично. Попили водички. Обязательно после кардиоупражнения пьем воду. Каждые 10-15 минут. У нас так и выходит примерно. Так, ложимся на коврик и приступаем к нашему упражнению на пресс. Сразу говорю, оно довольно-таки сложное. Одной рукой мы держимся за пол, чтобы оно держалось, чтобы мы держали равновесие. Другая рука у нас согнута в локте за голову, и ноги у нас прямые. Так представьте, что они у вас связаны какой-то веревкой. И так мы скручиваемся, делаем как бы такую книжечку. Мы, получается, лежим на боку. Если вам тяжело, что-то там мешает, вы можете подложить себе какое-то полотенечко, какое-то мягкое. Ну, в принципе, упражнение очень эффективное. У меня вот действительно давненько не болел пресс. После него я прочувствовала все мышцы. Не останавливаемся после него. Делаем так 20 раз. Ноги тоже следим за ногами, не бросаем их. Так, перевернулись на спинку. Ноги согнули и обычные классические скручивания выполняем 15 раз. Как бы поначалу мы задействовали больше косые, ну в большей степени косые мышцы пресса на одну сторону. Теперь мы полностью прямую мышцу живота работаем над ней. Резко скрутились, медленнее опустились. Да? Обычное упражнение на пресс. Отлично. Теперь встаем, берем фитбол, пуфик, все, на что можно облокотиться.
Вы поймете, что можно, в принципе, его заменить любым каким-то стульчиком мягеньким. Можете на стул постелить какое-то полотенце. И, в принципе, то же самое сойдет. Берем 2 гантельки и выполняем разводку и жим гантелей. Сейчас вы посмотрите, как это будет выглядеть. Сначала мы сводим гантели 15 раз. Локти немного согнуты. И выводим гантельки перед лицом. Обратите внимание, что я облокачиваюсь верхней частью спины, поясница и попа у меня на весу. Также попа слишком сильно не провисает, держим ровную линию. Отлично, теперь делаем жим. Сгибаем руки в локтях уже конкретно и выводим гантельки перед лицом. Выполняем такое упражнение как бы 2 в 1. 15 раз разводка, 15 раз жим. Начинаем с 15 повторений каждого упражнения, а потом чуть будем увеличивать. Отложили гантели в сторону, убрали фитбол и переходим к нашему первому упражнению. Теперь мы делаем это уже на другую сторону. Работают у нас другие косые мышцы, противоположные, чтобы все было равномерно у нас. И поднимаем ножки прямые. Слишком сильно их не разводим друг от друга. Главное, мы их не кладем на пол, не бросаем, да? Все держим в напряжении. И старайтесь как можно ближе к ним пододвинуться, скрутиться в ихнюю сторону. Чувствуйте, как работает ваш пресс. После этого упражнения вы должны хорошо прочувствовать мышцы пресса. Опять же, после 20 повторений не останавливаемся, делаем потом 15 скручиваний. Еще немного. Остановились. Легли сразу же, без особого отдыха. Легли, руки за голову. И поехали. 1, 2, слишком сильно не тянем себя. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще работаем. 11, 12, 13, чувствуем жжение. 14, 15. Отлично, умнички. Вот 15-20 повторений для пресса это ничто. Главное делать до такого момента, когда вы почувствуете жжение в мышцах пресса. Вот тогда идет работа на пресс. И теперь мы переходим обратно к нашей двойке на грудь. Да? Ложимся на фитбол, берем гантельки и выполняем 15 разводок, 15 жимов гантелей. Работаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Чувствуем натяжение грудных мышц. Пониже опускаем ручки. В принципе, зачем? Вот, да, делаем теперь жим. Зачем мы делаем это на каком-то фитболе? Зачем? Можно же просто лежать на полу. Можно, да, можно и так, просто лежа на полу выполнять, кстати говоря. Но если вы ляжете на какую-то возвышенность, то смотрите, локти, то есть опускаются как можно ниже. То есть растяжение, натяжение грудных мышц становится больше. Амплитуда движения становится больше. Из-за этого это упражнение становится гораздо эффективнее. Но если в крайнем случае у вас нет ни фитбола, ни какого-то стульчика, ни пуфика, ничего, то, конечно, можно выполнять просто лежа на полу. Отлично, молодцы. Убираем фитбол в сторону. Убираем его. Есть, отлично.
И переходим к упражнению на пресс, но уже чуть-чуть другому, потому что мы уже сделали разные скручивания на бока, на 2, да? Теперь мы просто делаем подъемы ног лежа. Уперлись хорошенько ручками и поднимаем ноги. Раз, попа поднимается тоже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, еще 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще 21, 22, кто со мной, 23, еще 24 и последний раз 25. Умнички, молодцы. Молодцы. Переворачиваемся. Можно растянуть пресс, потому что мы хорошенько поработали уже с ним. Чтобы снять напряжение, чтобы легче было выполнять любые другие упражнения, иногда можно делать мини-растяжечку такую. Умнички. Потянулись. Я уже вся какая-то растрепанная. Так, берем опять наш фитбольчик и делаем уже третий, последний повторчик. Раньше мы делали 15 повторений на каждое упражнение, теперь уже делаем по 20-очке. Ляжьте уже. Все, легла я, наконец-то. И теперь делаем 20 разводка, 20 жим. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 17, 18, 19 и последний 20. Не останавливаемся, делаем жим. Жим-жим. Раз, 2, 3, 4. Опускаем ниже. 5, 6, 7, 8, 9, еще 10. Работаем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и последний 20. Умнички. Молодцы. Встаем. Растряслись ручки. Убираем фитбол. Отдыхаем. Делаем глубокий вдох-выдох. Сейчас у нас будет кардиоупражнение. Передохнули немного. Если вы чувствуете, что вам нужно больше отдыха, просто сделайте паузу, передохните пару минуток и приступаем к нашему кардиоупражнению. Присели, перевернулись, удар, удар. Прыжком мы переворачиваемся и делаем удары. То же самое, чем четче вы сделаете, сильнее. Чувствуйте силу удара, когда вы бьете, а не просто выставляя руки вперед. И прыжочек. Немного приседая, делаем прыжки. Извиняюсь за мои трусы опять торчащие, но это просто невозможно было заметить мне. Есть. Прыгаем вместе. Веселее. Побыстрее, да? Успеваем за мной. Быстрее. Отлично. Остановились, отдохнули. Мы с вами молодцы. Те, кто успевает за мной, все выполняет четко вместе со мной, я просто вами горжусь. Вы просто умнички. Я сама, если честно, очень устаю,
Поэтому я буду очень рада, если вы все будете делать вместе со мной. Отлично, попили водички. Пару глотков. Ну что, давайте сделаем уже последнюю нашу двойку. Я пока немного отдохну. Если вы чувствуете, что у вас уши заложило, слишком сильно бьется сердце, немножечко отдохните. Сделайте перерывчик побольше. А мне пока все нормально. Так, отлично. Берем гантели, делаем разводку. Наклонились и разводим гантельки. Как можно сильнее выводим их вверх, до параллели с полом. И, внимание, у вас должны быть мизинцы выше остальных пальцев. Как бы делаем такую разводку больше на спину. Все-таки у нас здесь спина работает больше. Задние дельты тоже работают хорошо. Из-за того, что мы наклонились вперед. Работаем, работаем. Мне тяжело выполнять, потому что гантели тяжеловатые у меня. И я работаю именно на выносливость, на силу. Отлично. 20 повторений делаем таких. Отложили гантельки. Следующие подходы у нас будут немного меняться. Отдохнули. И переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас на попку. Тоже работаем над ушками. Сегодня я решила проработать ушки. Эти самые несчастные наши, да? Залаживаем гантельку туда, под коленко, и выводим колено вверх. Кто помнит, мы делали когда-то давным-давно это упражнение, и я его обожаю. Я реально от него в восторге, потому что после него я хорошо чувствую мышцы попки. Так что упражнение очень хорошее. Главное, так хорошенько замостите гантели, чтобы она вам там не мешала никак. Вот мне как раз в штанах моих подстреленных очень удобно это делать. Так что работаем вместе. Нет гантели, можно просто поднимать ногу, но постарайтесь тогда сделать чуть больше или побыстрее это упражнение. Отлично. Переворачиваемся, работаем теперь со второй ногой. Положили гантель, сжали хорошенько ногу, согнули ее в колени, чтобы вы могли удержать ее. Я ненавижу свои трусы и штаны. Простите, вырвалась уже. Поднимаем ногу до параллели с полом. Делаем. 25 повторений на каждую ножку. Работаем. Заодно, кстати, здесь еще и косые мышцы пресса работают, спина, нижняя часть ее, из-за того, что мы выводим ногу вверх, задействуются тоже эти мышцы. Поднимаем. Отлично. Убираем гантель. Немножко отдохните. И теперь отодвигаем коврик в сторону и переходим к нашей разводке гантелей. Да. Сейчас мы ее немного изменим. Отлично. Отдохнули. Приступаем. Берем гантели. Теперь мы, если вначале мы стояли на ровных ногах, теперь мы делаем выпад небольшой. Сначала на правую ногу наклоняемся, обязательно тоже. Сделайте так, чтобы вам было удобно. И поехали. Разводим гантельки 20 раз. Сводим лопатки вместе обязательно, чтобы больше работала спина все-таки. Из-за того, что мы делаем выпад ногой, у нас еще и заодно бедра прорабатываются, напрягаются статично. Так что всегда пробуем как-то видоизменить упражнение. Даже если вам уже надоело, какое-то банальное уже, вы не чувствуете какого-то напряжения от него, попробуйте сделать как-то по-другому немножечко, чуть-чуть его изменить. И уже будет гораздо интереснее его делать и будет побольше эффекта. Молодцы! Отложили гантели, отдохнули, перевели дыхание. Небольшой отдых тоже делаем.
тренировки уже посложнее стали, поэтому выполняем их в определенном темпе для вас. Кому-то будет слишком сложно их выполнять, кому-то вообще легко. Но я надеюсь, мы все делаем правильно. Небольшую растяжечку тоже можно сделать. Ну что, поехали, возвращаемся к нашему упражнению. Отлично. Немножко отдохнули. Поехали. Берем гантельку. Замостили ее так, чтобы было вам удобно. И поехали. Раз, подняли к себе. 2, 3, 4, 5, 6 повыше, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще 21, 22, 23, 24, 25. Умнички. Работаем вместе. Переворачиваемся. Теперь будет левая ножка работать. Отдохнули немного. Перевели дыхание. Поехали. Опять же 25 повторений. Ну что, поехали. Сжали гантельку. Раз, подняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, работаем, 19, 20, 21, 22, 23 сильнее, 24, 25. Умнички. Ох, еще немножечко осталось. Давайте вместе со мной. Вдохнули немного. Глубокий вдох, выдох. Вдохнули. Еще раз вдох, выдох. Отдыхаем. Перевели дыхание. И берем опять наши гантели. Теперь мы будем делать выпад на другую ножку. И опять их разводить 20 раз. Правая нога вперед, левая сзади. Есть. Сделали наклон. И поехали. Раз, 2, сильнее, 3, 4, 5, лопатки свели, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сильнее, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 даже. Есть. Умнички. Отложили гантели. Молодцы. Передохнули немного. Немножко перевели дыхание. Еще один подход. Да, я уже устала, надеюсь, вы тоже.
Но нужно все это делать. Не выключаем тренировку. Если вы выключите, вы целый день будете себя потом винить, что вы не доделали тренировку. А это могло вам помочь вашему телу стать еще лучше. Берем гантель, как стандартно делаем это. Закладываем под коленко, становимся и поехали. 25 раз. Повыше выводим. Слишком долго внизу не задерживаемся. Корпусом тоже как-то слишком сильно не наклоняемся, не крутимся. Кстати, если у вас нет гантели, мало ли, но есть утяжелители, вы тоже можете и утяжелитель повязать себе на колено. Тоже можно все что угодно придумать. Умнички, молодцы. Переворачиваемся. Делаем последний подход. Последний, я вас прошу, давайте доделаем его вместе. Немножко отдохнули. Мы молодцы. Есть. Закладываем гантельку. И поехали. Умостились, чтобы было удобненько. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Повыше. Давайте еще. И последние разы. Есть. О, бог ты мой. Мы это сделали. Отлично. Отлично, молодцы. Отложили гантельки, убрали коврик. Нам осталось сделать кардиоупражнение. Давайте немного отдохнем, чтобы осталось силы на него. Берем скакалку. Нет скакалки, прыгаем на месте. И у нас 50 прыжков. Со сменой ног. Я думаю, у нас немножечко сил осталось на него, да? Давайте вместе со мной работаем. Потом у нас будет заминочка. И потом отдыхайте, делайте что угодно. Но вы будете молодцами. Умнички. Остановились. Молодцы. Даже по моему виду, наверное, видно, насколько тяжелая тренировка. Вот я советую вам включать видео не с самого начала смотреть, даже если вы не делаете тренировку вместе со мной, а это очень плохо. И смотрите сразу на меня в конце тренировки, насколько она была тяжелая. Я сейчас, если честно, убитая просто. Насколько тяжело. Но вы хотели, получили. Так что тренировки у нас посложнее пошли. Ну что, передохнули, попили водички. Давайте наконец-то уже сделаем нашу заминку, отдохнем, потянем все мышцы. Начнем с шеи. Снимем напряжение. Наклоны головы в стороны, назад. Делаем все плавненько. Руки в замочек. И наверх тянемся. Теперь рука в сторону. Сразу говорю, бицепсы у вас будут болеть на следующий день. Вообще суперски.
особенно если кто делает с гантелями, подходящими им. Тоже растягиваем бицепс, на ладонь наружу, да, выворачиваем. Наклончики в сторону. Вторая рука. И в другую сторону. Теперь ноги пошире и наклоняемся вперед. Растягиваемся. В каждой ноге. Глубокий вдох, встали. Выдох, опустились. Вдох, выдох. И последний раз вдох, выдох. Сделали выпад на одну сторону. Держимся за стену, за что-нибудь. И на другую сторону переворачиваемся. Встали ровненько. И еще раз сделали выпад в сторону, в другую. В сторону, растягиваемся, в другую. Теперь выпад в сторону на одну ножку. Опустили колено и пододвинули ногу к себе. Держим равновесие. Подтянули ножку, чувствуем натяжение передней поверхности бедра. Держимся. Отлично. Меняем положение. Опустили ногу, пододвинули к себе. Держим. Отлично. Встаем. Глубокий вдох. Выдох. Становимся ровненько. Вдох. Ну что, спасибо вам большое за эту убийственную тренировочку. Надеюсь, вы работали вместе со мной. Встретимся с вами в среду. Всем удачи. Пока.